Это комментарии с моих последних видео. Спасибо большое за обратную связь. Всегда интересно читать их и прислушиваться к вашим советам. Из-за заторможенной работы Ютуба предлагаю перейти вам в мой телеграм-канал. Там много всего про спидкубинг, мою жизнь, поэтому добро пожаловать. Друзья, привет всем! Вы находитесь на канале Pixel, меня зовут Катя. Видосов на канале не было примерно неделю или даже больше, и этому есть огромное оправдание, потому что мы ездили в Казахстан, и, собственно, это видео посвящено нашей поездке. Из-за всех этих длительных переездов мой организм сдался, и я немножечко приболела, и поэтому монтаж видео пришлось отложить на неопределенный срок, пока я не начну чувствовать себя лучше, и наверняка сейчас мой голос до конца не восстановился, поэтому вот, я немножечко приболела ангиной. Мы стартовали с города Томска, и нам предстояло преодолеть путь в целых 16 часов. Куда едем, скажи? Мы едем в Казахстан. Это пока что еще Томск, но только что сели. Почему? Они все время здесь поворачивают, если тут поворот запрещен. Ай, не знаю. Им можно, наверное. Часы тянулись гораздо дольше, чем обычно, потому что в первую очередь было эмоционально тяжело осознавать то длинное путешествие, которое нам предстояло. Поэтому даже первый час мне дался как-то сложно, и я думаю, блин, прошел только час. Мне уже надоело ехать. Прошло 3 минуты. Полтора часа. Полтора часа прошло? Ну да, плюс-минус. Еще 14,5. Первая остановка у нас состоялась в Болотном. Это немножечко не доезжая до Новосибирска. Там мы купили кофе, прогулялись немножечко, сколько нам позволила остановка автобуса, и поехали дальше. Да, вот так. Мы устали. Там идет ливень. На лобовом видно. Ну. Жестко. Блин, уже и кубики не пособираешь, а что-то не подумала. Тут даже освещения нет. Кубики я пособираю только, видать, в Казахстане уже. Мы уже приехали. Ага. Мы уже приехали. Мы приехали. Мы уже приехали. А мы уже приехали. Мы приехали. Почти. Чуть-чуть осталось. Это мы куда приехали? Новосибирск. Ну, почти в Новосибирске. Осталось часов до 11-12. Ocean blue, I came home for you, cut my hair. Следующая остановка у нас была в Новосибирске, и там у нас было уже побольше времени, поэтому мы решили сходить в магазин, потому что у нас даже не было с собой воды. Как же прекрасен Семипалатинск! Шучу! Это Новосибирск. Сколько мы уже едем? Часа 4, наверное, да? Сейчас сколько времени? 10? Да, сейчас 10 ровно. Сейчас 10 ровно. Сколько нам еще ехать? Мы выехали в 6, грубо говоря. 4,5 часа мы едем. Минут 10-15, минут 5-10 пятого, 4-5. 10 часов нам ехать, примерно, я думаю. Нам еще ехать 10 часов. Гадэм. Что за... Чуть дождь идет. Какого ху... Идем в Ленту. В Ленту идем, чтобы купить пить.
Я уже знаю здесь все как свои 5 пальцев. Йоу. Это сок. Вон там туда. Давай такую возьмем. Возьми с лимоном. Завелись. На 5-й раз. И не только автобус. Мяу. Когда мы ехали в Казахстан, на протяжении всего пути наш автобус постоянно глох. Я не знаю, он просто был какой-то неисправный, и постоянно было ощущение, что все, мы встали где-то на трассе, мы там останемся, и все, не доедем до Казахстана, ночь, дождь, мы стоим где-то, непонятно. Мы стоим где-то между Новосибирском и Барнаулом, и походу наш автобус сломался. Сейчас 1 час ночи. Мы, получается, не проехали даже половину пути. Ну, все, Далеко уехали. Мы снова в пути, если что. Передвигаемся сейчас хотя бы. И так совпало с прогнозом погоды в Сибири, что всю дорогу нас сопровождал дождь. Ух ты! Дождь! И когда бы мы не выходили на остановках, всегда был он. И это была ночь, и это был просто мрак. Такая вот погодка нас встречает, в принципе, по всей Сибири. Вот где бы мы ни были, реально. Все в дожде. В Барнауле мы не останавливались, потому что таков маршрут. Потом мы остановились где-то в Алейске, и там я конкретно уже заколебалась ехать просто, потому что до этого и как раз-таки на этой остановке все это время я спала, и потом мы вышли просто на остановке, где снова дождь, и я уже просто никакая вышла, чтобы подышать свежим воздухом. Да, это жестко. И предпоследняя остановка перед границей с Казахстаном это был город Рубцовск. Время 7:20, и мы в Рубцовске. Мы там находились относительно недолго, и после чего поехали уже в Веселоярск. Это уже как раз-таки сама граница с Казахстаном. Границу мы прошли достаточно быстро и без проблем, никого не задерживали. Нам очень повезло, потому что на обратном пути нас обнюхивала овчарка, и она просто своим носом каждую сумку касалась и заморала мой рюкзак. Но таковы правила, как бы ничего с этим не поделаешь. Это где получается? Мы в Веселоярске. Веселоярск. Что-то как-то везде дождь сегодня. Не радует меня эта погода. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas, unfolding so grand. In this Ну и вот, наконец-таки, мы уже приехали в Казахстан после долгого такого пути. И первым делом, куда мне захотелось пойти, так это в супермаркет, чтобы узнать ценники. О, сок с арбузом. 700 рублей. Да.
Да, ценники у вас, конечно, здесь. Бонаква 310. Вот казахстанский заменитель всяких сейнспрингов, по-моему. Да? Да, вот еще. О, с малиной какая-то штука. Да, вот с малиной, вот с лимоном. Такая, по-моему, в Туман. самокате продается. Это Сайка, да, я видел ее своими глазами. Асу вот она. Такая Побольше, вода видишь? есть тоже. О, вкусов зато больше, да. С манго. Жесть. Манго, лимон, да? Как бы. Офигеть. Как давно я их не видела. Окей. Окей. Так, киндер пингви 400. Сколько это на рубли? Меньше 100, рублей 80. Дорого. Также мы не обошли стороной магазины техники, где я посравнивала цены самсунгов у нас и в Казахстане. Они, кстати, были плюс-минус одинаковые. Сейчас зайдем посмотрим, что тут есть интересного. Galaxy Fold 6. Офигеть. Такой маленький. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пока Да мы ничего. так смотрим просто. Есть желание приобрести такой агрегат? Посмотрели мы, короче, там в отделе Samsung Galaxy всякий 24, обычный и Ультру. И я очень сильно убедилась в том, что я сделала правильный выбор, когда выбирала себе новый телефон. Вот этот, на который я снимаю, это OnePlus 12. И по камерам он прям уделывает, короче, Samsung даже Ультру. Так что я не ошиблась. При том, что цена у них в 2 раза отличается. OnePlus дешевле в 2 раза, но при этом круче. При всей моей любви к компании Samsung, я реально ее очень люблю, но тут реально они что-то облажались. Ну или OnePlus просто сделал кайфово, как и всегда, собственно. Клуб нам туда. Погнала. Когда мы гуляли, мы попробовали разливное мороженое. Я пробовала его впервые в жизни, потому что оно у нас в России тоже есть, но я его просто не пробовала, я считала его каким-то типа невкусным, не знаю, не настоящим. Но оно мне понравилось, и мы его пробовали даже потом не раз. Стоим в очереди вот в это мороженое. Сейчас будем пробовать. Ну, обычно шоколадное, просто такое растаявшее. Ну, вкусно. Упала. У кого-то упало. А у тебя какое? Сливочно-клубничное? Да, пожалуйста. Обычно сливочно-клубничное мороженое. Ну да. Ну, что-то типа, да. Ну вкусно. Все равно вкусно. Подходит как раз для моих зубов с брекетами, потому что иногда какое-то мороженое я не могу кусать из-за того, что оно очень замерзшее, а тут прям лакшери. Как нужно. На следующий день мы решили тряхнуть стариной и поиграли немножко в баскетбол, пораздавали там стиля такого баскетбольного, ёу, жесть. Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment, in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by. In the city of dreams where stars light up. Эта площадка находилась под подвесным мостом, она новая, там есть абсолютно все, мне кажется, но огромный минус этой площадки, то что там постоянно ветрено, и моя камера постоянно там падала, за ней было некому следить, и как бы шлеп.
Прогуливаясь по городу, мы наткнулись на магазин, где было абсолютно все, начиная от книг, лего, сладостей, игрушек и заканчивая головоломками. Какой милый кубик. Он как зефирка выглядит. Мягкие цвета такие. Да. И он крутится лучше, чем мой кубик, прикинь. Чем мой ган. Надо брать. У него цвета не такие. Его не допустят к соревнованиям. Чисто для коллекции такой. Ну да. Я думала, она тоже песню будет петь. Также мы попробовали легендарный дёнер. Не знаю, почему легендарный, но как бы для меня это такая же шаурма, как и в России. Но я хотела бы сравнить просто вкусы, и на самом деле она мне не очень понравилась. О. Ну, я как шаурма сказала просто, дёнер. Газировка со вкусом энергетика. Какие они маленькие. Тут одна с курицей и одна с говядиной. Чисто половину отрезали. Кому досталась вторая половина? Да. Пришли. Тут вроде здесь картошка. Не похоже на то, что я пробовала в России. Но есть можно. Что с курицей, что с говядиной, они какие-то сухие. Какую оценку ты поставишь из 10? 6. Обоим? По-моему, можно 7 поставить. Я поставлю этому 5, а с говядиной, наверное, 7. Мне больше понравилось. Еще мы успели провести колоритный день в деревне. Из интересного там были 2 котенка, постоянно голодных и борющихся за еду, и прикольная собачка, которая видела меня впервые в жизни и почему-то давала мне свои лапы. Я не знаю, я ее боялась. Как они энергично едят. А сейчас дома ремонт, и они вот так вот возьмут, видят. У нас был кот. Привет. 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 Конечно же, я снимала не каждый день, проведенный в Казахстане, но каждый день, возвращаясь с каких-то дел или просто прогулок домой, я тренила кубы. Ну и как большая любительница кошек, я не забывала тискать каждую прохожую кошку на улице. Одну и мне даже удалось покормить. И была еще одна домашняя кошка, которая постоянно от меня убегала. Убегает. Такая милая кошка. Ладно, уходи. У нее милый колокольчик. Обзор на кошку.
Недовольная. Она всю жизнь недовольная. Ну, а обратный путь до дома в России я уже не снимала, потому что было все абсолютно то же самое, за исключением автобуса, потому что нам его поменяли, и он уже не заглох, между прочим, ни разу за весь путь. Но в период после границы я начала чувствовать себя немножко плохо, у меня болело горло, у меня была слабость, болела голова, и меня очень сильно морозило всю дорогу, все 16 часов, потому что у меня была, наверное, очень высокая температура. Поэтому как-то так. Эти студенты едут обратно. Сама поездка в Казахстан мне очень понравилась, и я бы не раз хотела посетить еще эту страну, узнать ее с разных граней, поэтому я сделаю это в будущем еще не раз. А на этом видео подходит к концу. Расскажите, вам понравился вообще влог, потому что для меня это немножечко необычный стиль съемки, и хотели бы увидеть еще что-то подобное. Всем огромное спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до скорой встречи в новом видео.